Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Михаил Павлев, политтехнолог, на связи прямо сейчас. Михаил, приветствую вас. Да, добрый день, добрый день. Подпишитесь на Михаила, ссылка будет в описании, телеграм-канал, YouTube-канал, конечно же, и не забудьте подписаться на этот канал, где смотрите это видео, потому что YouTube творит чудеса, то удаляет каналы, то восстанавливает каналы. В общем, очень и очень напряженная атмосфера в мире, и вот ну, все-таки же YouTube американская компания, да, и вот та ошеломляющая просто, волнообразная такая, такая просто навала, да, критики на Трампа, она все равно каким-то образом находит отражение даже в самых таких, казалось бы, зависимых, независимых, полузависимых платформах. Ну и, конечно, отношения с властью тех или иных платформ мы сегодня обсудим в контексте запрета Телеграма, как бы загона всех россиян в МАХ, или МАКС, как правильно, да. В общем, но это немножко будет позже. Начать наш разговор я хотел бы с переговоров, которые сегодня между Украиной и Россией состоятся. Мы говорим, когда еще не понимаем результатов, да и, если честно, мне кажется, результатов никаких не будет. Ну, все видят, да, нужно выходить из Донбасса, нужно, собственно, проводить выборы, об этом вчера писала западная пресса, нужно обеспечивать каким-то образом архитектуру безопасности, то есть гарантии какие-то получили, чтобы стороны, причем и Украина, и Россия, что это все не возобновится вновь. Ну и понятное дело, самое главное, это в принципе, да, есть ли вообще возможность взять и закончить войну. Вот же в чем главный подход сейчас. На фоне иранской войны возможен ли прорыв и прогресс? Когда Зеленский говорит, наша делегация поехала, чтобы дрон-дил обеспечить. Ну, сделку по дронам. Знаете, мне эта ситуация с научной пикировкой, по сути дела, Зеленского и Трампа все больше напоминает ту самую историю, что его в дверь, а он в окно, что называется, да. Мягко говоря, мало понятная настойчивость в данном случае ключевого спикера Киева, да, Зеленского по этому направлению. Я не понимаю, честно говоря, зачем он продолжает вот эти подачи в адрес Трампа, хотя там очевидные совершенно ответы уже прозвучали. Больше того, с учетом его вояжа в Лондон и Мадрид, а это был на самом деле очень интересный вояж по части, скажем так, инсайдерской информации, которая есть, и которая прям вот как прям в разрез идет с этой история про дрон Dell, кстати. Вот. И поэтому даже вот свежее, ночное, да, ну, по факту-то, если брать Соединенные Штаты, где день, вот у нас ночь, да, заявление Трампа о том, что мы просили о некой помощи Украину, да, они нам как бы не помогли. Ну, прям вот вообще звучит контроверсийно. И после заявлений Трампа о том, что это последний человек, от которого нам помощь нужна, и после заявления Зеленского, что вот как там, а я с Баяном, а вот он я, это что, это музыка моя, вот он я, у меня 220 человек там сидят. Вот как это все стыкуется? Мне кажется, стыкуется это ровно так, как я в своих материалах описывал, что американцы действительно запросили украинские разработки в рамках тех программ, которые финансировались частными американскими инвесторами, связанными с Эриком Шмидтом, да, подрядчиком Пентагона и ключевым советником Пентагона по цифровизации, искусственному интеллекту, боевому применению и платформ этих всех. Да. Ведь в июле 2025 года был заключен договор с Министерством обороны Украины. После этого, по моей информации, там десятки миллионов долларов пошли как раз на дроны-перехватчики. А ничего не было сделано, а деньги были украдены, если честно. Вот, как рассказывают, по крайней мере. И, соответственно, вероятно, запрос был, ответ был не тот, который услышали, а начали тулить, что называется, кустарные эти самые разные поделия, например, как тот же «Октопус», который якобы с британцами совместно разрабатывается. В общем, насчет прорыва. Давайте так. Очевидно, что после 3 недель иранской войны все последние, ну как бы так, не то чтобы надежды даже, а ожидания и планы администрации Трампа и лично Дональда Фредовича относительно возможности использовать в репутационном смысле эту войну хоть как-то, да, ну испарились окончательно. И он волей-неволей возвращается к украинскому кейсу в попытке найти здесь перемоги какие-то для себя. То есть активизацию я ожидаю сейчас на переговорном направлении,
А вот по части прорывов я с вами согласен. Я не жду их вообще на это направление, потому что, повторюсь, вот я еще раз отбрасываюсь к этому визиту в Лондон с фактически публичной присягой Карлу Третьему и тому подобными вещами, и все то, что было содержательно. Нет ни одного шанса, как мне кажется, на сегодняшний день, чтобы Зеленский и его окружение, не все, но та часть, которая ориентирована на продолжение войны и на Лондон ориентирована, будем говорить прямо, ну, как-то пошли на попятную от своих позиций и продемонстрировали конструктивизм некий. Вот я его просто не верю. Больше того, все, что происходит сейчас, выглядит как раз как подготовка к окончательному разрыву с Соединенными Штатами. Вот просто окончательному разрыву с Соединенными Штатами и по части военной помощи, и по части поставок даже в рамках программы ПУРЛ натовской, да, так называемой, по части любого взаимодействия, не только ПВО. Вот по мне выглядит все так. Поэтому с чего бы вдруг украинской делегации сейчас, хотя там отборные, что называется, именно американские кадры поехали. Персонажи все как на подбор ориентированы именно на штат. Ну, кроме Кислицы, пожалуй. Но они все-таки в этом смысле люди подневольные. Есть конкретный персонаж, который является, как говорит Дональд Фредович, ключевым препятствием на сегодняшний день. И он и останется этим препятствием. Ну, хотя, конечно, нужно говорить, что есть там целый бэкграунд за спиной из европейских столиц. Но вот как-то так. Прорывов не жду, активизацию жду. Вот как-то так. Ну, смотрите, ведь это абсолютно нелогично. Ормузский пролив, который не разблокирован. Более того, Иран лупит уже и по Индийскому океану, там, где база. И Россия 3000 километров с лишним, да. Ну, там посчитали 4, ну, в общем, 3, 4. То есть... 7-8, да. Нет, это прям, то есть, уже там есть подсчеты аналитиков, что до миллиарда потеряла Америка после атак на базы. Имеется в виду конкретно базы, то есть... Да, я понял, именно военные. В Багдаде, там... Не локаторы, не какие-то там техника, а именно сама база, то есть, да, то есть после этих атак. Это до миллиарда уже прямых убытков, плюс вот это метание по поводу нефти, и, если честно, многие оценивают это как слабость, то, что Бессент сегодня... Это есть. Это оно и есть. То, что сняли санкции на 30 дней с иранской нефти. То есть... Да. Понимаете, это вообще как-то нелогично. То есть мы тут уничтожаем режим, всех щелкаем как бы этих лидеров и публичных персон Ирана один за одним, а с нефти снимаем. Аргументация какая у политиков американских? Так они все равно сняли, видите, что на рынке творится. Так вот, именно то, что творится на рынке, подпирает достаточно серьезно вот этих, скажем так, патронов Зеленского к тому, чтобы принимать какие-то решения. Вы говорите, что это полный разрыв с Америкой. Возможно, не просто так появился этот материал, который Дмитриев опроверг, о том, что есть некий разговор, предложение. Да. Обмен предложений, обмен решений, да. Типа, вы не даете разведданные Украине, мы не даем разведданные Ирану, якобы отказались американцы от этого. Дмитриев сказал, что это фейк. Но что конкретно фейк? Было ли предложение? Или отказались ли американцы? Или вот в чем фейк? Или факта не было вообще как такового, да. То есть непонятно. Слушайте, понимаете? Да. Какие тогда перспективы, если, например, условно Америка возьмет и окончательно умоет руки, и никаких разведданных не будет? Мы помним Курскую авантюру Зеленского, где на один день, или сколько там было? 1,5 дня. 2 дня, по-моему, было отключение, да, разведданных. И мы видим, как поменялась картинка там, на поле боя. Очевидным образом, да. Слушайте, вот я не раз высказывал этот тезис. Поражение, даже обвал фронта и поражение тотальное Киева – это не та проблема, которая является подлинной проблемой для Зеленского и круга людей, его окружающих, ориентированных на Лондон и европейские столицы. Да? Вот повторюсь, есть люди, ориентированные на Штаты, они продолжают пытаться продавливать линию, связанную с переговором в интересах американцев. Как есть, слушайте, очень суверенная страна. Вот. А что до европейских столиц? Я не перестаю отсылать нас всех к первым неделям иранского кризиса, иранской войны. Давайте так. Окончанию первой недели, когда от всех топовых лиц Европейского Союза, многих, прозвучал тезис, что это проблема, но проблема в какой логике, в каком ключе? Для Украины в ее возможности вести войну против России. Слушайте,
они переживут очередной экономический кризис, не иллюзорно, который разворачивается. Они рассчитывают пережить это и в политическом смысле, но рассыпая очередные дотации. Эмиссионный центр, они считают, что как-то смогут с этим, по крайней мере, не справиться, но, по крайней мере, балансировать. А вот поражение России для них смерти, ну, точнее, не поражение России для них смерти подобно совершенно точно. Они прекрасно посчитали все. Мы с вами даже это обсуждали. Они понимают, что без ресурсной базы исключительной, но они как центр силы геополитически, экономически не выживут. Потому что будут раздавлены растущими новыми гигантами а-ля Китай, Индия, находящиеся рядом России, ресурсного и военного гиганта, и Штатами. Их прекрасно схарчат. Они это прекрасно, элиты европейские понимают. Им нужно, и самый простой для них способ, он максимально утилитарен. То есть нанести военное поражение или раскачать ситуацию изнутри в России, чтобы получить в безраздельное пользование российские ресурсы. И вот имея уже эти ресурсы, они смогут, что называется, трепыхаться. И поэтому что будет происходить с Украиной? Да плевать им вообще. Сколько сможет, какой бы там огрызок, прости господи, не остался, он должен воевать в их логике. Сколько смогут, какие бы там коллапсы и турбулентности не происходили с инфляцией у них, с чем угодно, с топливом, надо продолжать воевать. Вот в это, заявление посмотреть, Кая Каллас, Кошта, там, Урсула фон дер Ляйен, все говорят вообще не о том, ребята, у вас чудовищный разгон цен на рынке топлива. У вас сейчас начнет сыпаться вся химическая отрасль, ориентированная на нефть и на газ, да. У вас, соответственно, из-за рынка удобрений посыпется сейчас вся аграрная ваша сфера. У вас проблема серьезная с чипами, то есть, соответственно, из-за блокировки с этим газом благородным, который используется при литографии. У вас сейчас на Тайване уже начинаются серьезные проблемы с этим. У вас вроде бы какая Украина, вам сейчас не об этом, а им плевать. Они говорят о том, что это проблема для Украины в плане ее способности вести войну с Россией. Вот о чем, то, что у них перед глазами. Они себе взяли этот ориентир и будут его держать. Так что логика у них своя есть. То есть у них или пан, или пропал совершенно точно. И, в общем-то, они правы на самом деле. Не Почему? получится, им конец. Ну, почему им конец. Ну, потому что они прекратят существование как самостоятельный и эмиссионный центр, центр геополитический, Подождите, и центр экономический. Всегда же есть, вот опять-таки, выходит Урсула и говорит, мы не вернемся к российским энергоресурсам, но дружбу давай ремонтировать. Ну, то есть, все же прекрасно понимают, сейчас много как бы передергиваний там вокруг Орбана и Фицо. Почему? Ну, там люди, это все как бы приправил, подперчил эмоциями Зеленский, вот эту всю историю, потому что там выборы, потому что... Да, выборы просто понятно. Но давайте так, просто, к базовым настройкам. Венгрия — страна НАТО, Венгрия — страна Европейского Союза, Словакия тоже. Если нефть российская идет, а они договорились о цене, которая остается прежней, несмотря на турбулентность, идет в Венгрию, то эта нефть идет не просто в Венгрию, она идет в Евросоюз. Заводы работают, топливо как бы производится. Я специально полез и разобрался с этим вопросом. Извините, что перебиваю. Да. Смысл в том, что я вот реально заморочился, изучая этот вопрос, а куда, собственно, эта нефть идет. Значит, это южная так называемая ветка нефтепровода или нефтепровода, пусть нас поправят в комментариях, «Дружба». Она, грубо говоря, тупиковая. Она приводит в Венгрию, она приводит в Словакию, она приводит в Чехию и через определенные перемычки в Хорватию. Даже не в Австрию. Там только проект был вот перед началом всех драматических событий о строительстве соединительного участка, чтобы «Дружба» доходила до Австрии. Опять же, мощности НПЗ венгерских, словацких и чешских не позволяют развернуть сейчас дополнительное, какое бы то ни было, сколько-нибудь заметное производство, чтобы его дать на Европу. До остановки по «Дружбе» ежедневно прокачивалось порядка 300 тысяч баррелей нефти. Вся пропускная способность южной ветки «Дружбы» порядка 440-450 тысяч. То есть запас-то есть, что там еще гнать. Но, повторюсь, нет мощности, которые здесь и сейчас могли бы забрать этот дополнительный объем и сыграть позитивную роль какой-то с балансированием рынка Европейского Союза. У них чудовищный скачок по дизелю,
Посмотрите, что сейчас уже на Украине происходит. Ровно то, что мы обсуждали. То есть мгновенно идет мультипликация, дизель уже ушел далеко за 80 на Украине. Что происходит с керосином? А это, прям серьезный удар, потому что авиасообщение, мы с вами бывали не раз в Европе, знаем, насколько там сетка плотная. Это как такси ездит практически. Плюс это же не только пассажироперевозки. Это связанность транспортная огромная. И вот сейчас цена керосина радикальным образом бьет по вот самым мелким, самым малым, самым разветвленным, скажем так, мелким, средним и даже крупным перевозкам. Транспортным, авиационным. Дизель бьет по любой логистике связанной. Но при этом им бы хорошо бы, конечно, забрать эти лишние 150 тысяч баррелей. Они не могут их забрать. Фактически то сейчас, что будет приходить, оно пойдет на заводы НПЗ в Венгрии и Словакии. Может быть, до Чехов дойдет. Все, точка. Если когда восстановят, это не решение для них сейчас. Вот если бы что та перемычка, которую предполагали в 2020-2021 году обсуждали, на Австрию, от Австрии идет уже такой север-юг от Хорватии, то есть там идет разветвленная история. Словения, Хорватия, Германию идут под трубы, скажем так, под нефтепроводы небольшие регионального значения. Это была другая история, там можно было проскинуться, но перемычки нет. Поэтому сейчас, мне кажется, сугубо утилитарная вещь, завязанная на фронту эту откровенную Будапешта и завязанная на самый кредит в 90 миллиардов. Почему? А он все равно для них важен, потому что Украина что? Должна продолжать воевать. Посмотрите, как... дадут. Я думаю, да. Я думаю, в конечном итоге заставят они Киев перезапустить дружбу, я уверен, и дадут кредит после этого. Но технически, я думаю, не раньше мая это будет первый транш. Но посмотрите, опять же, на поведение того же Мерца. Вот съезд ХДС свежий, где он выступает, говорит, у нас плохие отношения с Трампом. Он просто, по большому счету, высказывается, мягко говоря, нелицеприятно по поводу Трампа. Он нелицеприятно высказался сразу после визита в Вашингтон. То есть они для себя уже решили, этот рыжий черт, это не наш. Все, то есть как бы... И в Киеве Зеленский и его окружение ориентировано на европейцев и на Лондон решили, мы разрываем эти все истории. Посмотрите, я повторюсь, третий раз на это пробрасываюсь: Лондон, Мадрид, визит. Какие там заключаются договора? О чем сейчас Британия говорит с производителем IRST и SAMP, итальянский производитель, итальяно-французская на самом деле платформа. Заключаются договора о производстве и строительстве завода на самом деле. Завода по производству ПВО ракет для IRST. Договоренности Лондон ведет о том, чтобы сменить графики производства и очередность производства IRST, чтобы начать их выталкивать сейчас на Киев вместо Patriot. Это не заменитель. IRST — это ближнего и среднего радиуса. Если правильно. Ближнего точно, насчет среднего могу сказать. Это скорее NASAMS заменитель. Но сам не могут сейчас увеличить производство, но тоже об этом ведут. О том, чтобы сам потихонечку в течение 1,5 лет начать заменять патриоты, которые просто замолчат. Насамсы и патриоты сейчас замолчат. То есть да. Справедливо мы видим, мы оцениваем, что вот эта информация, что 2 года еще надо повоевать, Европа просит 2 года повоевать. Да, абсолютно точно. Они прям вот серьезно готовятся, да. Подождите, а какой тогда будет эта война? Драматическая, я скажу так. Со всеми вытекающими. Повторюсь, где будет линия разграничения через 2 года? Что будет с украинцами? Давайте так скажу прямо, на подконтрольных Киеву территориях. Что будет с остатками промышленности и экономики, не интересует. Они пошли заключать договора, чтобы практически все, что можно провести, производилось за границей, вне прямых ударов ВКС России. Вот, соответственно, это просто фронтир. И от него требуется только одно – продолжать воевать. Что там на этом фронтире, лунный пейзаж, не имеет значения. Сейчас идет интересное заявление, свежее. Обратили внимание? Может быть, до зимнего отопительного сезона следующего не будет доставлено необходимое оборудование для ремонта сетей и всего остального. А может, и не собираются особенно. Ну, я так предположу. Да, понятное дело, что 2,5 года после первых прилетов атак везли все, что можно было везти из Европы. Из колес доставляли. И, конечно же, все в ноль тоже, все это оборудование. Но у меня большие вопросы. А собираются ли они хоть толику разрушенной промышленности восстановить? Или будет восстановлено ровно то, что будет необходимо для сохранения боеспособности хоть какой-то? С учетом обрезания финансирования и неиллюзорных проблем.
Ну, это логично. Секвестр военных расходов на точнее, даже не военных, непрофильных расходов на промышленный сектор. Что там будет с населением? Пусть выезжают. Мужики сидят, барышни и старики хай выезжают с детьми. Так Логика особо, простая. ну, куда выезжают? У нас наш намоленный Томасом безвиз, который Порошенко думал, что он поможет ему победить в выборах с Зеленским. Ну, простите, он уже 20 евро стоит. 20 евро – это как бы не маленькие деньги за разрешение Да, выехать. никто никуда не поедет. Но это понятно, что это фигура речи. Кто мог, выехал, господи. Кто мог, выехал. Выехать хотят все, но выехать не могут все. Вот. А так-то все понятно. Слушайте, ну же видно, что история вот этой, извините за одесское слово, кипиш вокруг Киева с усилением, очевидным, как мне говорят, усилением бусификации. Это что, случайно, что ли? Да нет, это последнюю консерву открыли. По части запасов, человека запасов, назовем это так. Ну, все же понятно, как мне Все кажется. прогнозируют встречное наступление друг на дружку вот уже там чуть ли не на следующей неделе. Там обещают нам потепление, такое, ну, сейчас холодно, да, будет тепло, там за 20 градусов, то есть все просохнет, и, соответственно, Сырский уже говорит о том, что Россия наступает, и все ждут, что Украина будет контрнаступать. Ровно под эти как бы задачи и вот так гребут сейчас всех подряд, причем дичайшими методами, где уже никто не понимает, что вообще происходит с точки зрения вот этих вещей, которые там говорили пару недель назад, задание давали, а давайте приведем в какой-то божеский вид людоловство. Нет, оно еще более усугубилось. Есть разные на эту тему как бы видео, кто-то говорит там фейки, кто-то еще, кто-то... Там такие фейки. Нет, ну там есть определенные вещи, которые можно назвать фейками. Когда, там, например, там едет машина, там бьют мужика, женщина рядом, останавливается машина с регистратором, начинают стрелять с автомата по ТЦКшникам, те разбегаются. Там просто невозможно определить даже машину, которая ехала навстречу, номерные знаки заклеили. Ну, то есть можно прицепиться и сказать, что это там сделали, сгенерировали, это подрывают. Но есть конкретные истории, когда в Луцке мужика бьют ногой по голове, его крутят и отправляют в армию, а его сын потом выходит в ТикТок и говорит: елки-палки, отец, бронь. Он, значит, промаслал весь сезон прошлый на этих фортификациях, рыл там окопы, да, вернулся сюда, ему дали бронь, а бронь не нужна. То есть ты идешь с бронью, да плевать, есть у тебя бронь, нет у тебя брони. Более того, там анонсировали, вот будет сбой, вы подготовьтесь, в смысле подготовьтесь, всех подсадили на резерв плюс, потом его там на несколько дней типа пересобирают, а эти несколько дней облавы, и, в общем-то, так никого интересует твой резерв. А пересобирают ли, вопрос? Или так задумано? Ну, то есть мы видим вот эту историю. Так, а куда их собирают, этих людей? Как вы отвечаете на этот вопрос? Нет, я не верю ни в какое контрнаступление. Послушайте, вот сейчас были попытки контрнаступательных операций в Днепропетровской области. Были же? Ну, были. Подтверждены с двух сторон. Закончилось все, кое-где даже пошло движение в обратную сторону. Ну и что? А вы не видите, ну, лично мне кажется, что прямая корреляция с резким в марте, соответственно, усилением бусификационных мероприятий в Киеве. Но что было там где-то накоплено, стерли просто. Вот сейчас в Днепре стерли просто. Слушайте, вот выступают народные депутаты, рассказывают, что планы по мобилизации увеличены с 30 до 35 тысяч по месяцу. Да? А как так-то, если у них с середины прошлого года редко когда больше 20 получалось в месяц наловить? А как так-то, если из этих 20 те, кто попадает в учебки или даже в часть, заметная часть просто по дороге или даже прибыв на место, как тараканы расползаются? Ну, то есть можно хоть до 50 поставить план. Единственным следствием будет еще большая остервенелость бусификаторов людоловов. Единственным следствием. Потому что с них будут требовать план, и будут они сами ехать на фронт, что называется. А там, знаете, как вот это вот в тюремной, прости господи, лирике. Если ты там по плохой статье заехал, тебя ждут плохие истории. Когда бусификатор прибегает на фронт, я думаю, тоже его ждут довольно плохие истории, если кто-то узнает об этом.
Там же люди, люди не прощают таких вещей, что с ними творили, а попадают все, и все плохо попадают. По мирному добру там попавших нет уже давным-давно. Ну, соответственно, а зачем им это? Да потому что воевать надо. У них взятые на себя и обновленные вот все, Еженька, обязательства. Так Продолжаем а воевать. чем отличается контракт от предыдущего? А ничем не отличается. Ничем не отличается. Меняется контекст, повторюсь. Меняется контекст, повышенный план. Соответственно, по цепочке спускается до низового уровня ТЦКшников. Он и так не собирает, а у него еще завышают план. Что он будет делать? Плюнет на все, ночью будет ходить ловить, лишь бы выполнить план. Но чем еще примечателен Киев? Это действительно консерва. Во-первых, все-таки, наверное, сейчас где-то 3-миллионный город или около того, да? Потому что до событий-то всех порядка 4 на самом деле с дневной миграцией жил. А может даже и больше. Пусть 2,5. Это серьезно. И давайте так, мы ведь тоже с вами понимаем, что такого ада, который творился в Харькове, Одессе, Виннице, в Луцке, в Киеве все-таки не было, наверное, потому что есть всегда ограничивающие обстоятельства. Настроения в столице задают тон настроениям вообще. И любые события, перевороты или свержения, или революции делаются в столице. Любая власть это помнит. Но сейчас, видимо, махнули уже на это рукой. И это консерва по количеству людей, потому что и за работой ведь в Киев тоже люди ехали оттуда, где просто все легло и умерло. Это консерва. И в Киеве, опять же, огромное количество людей, которые могут стать добровольными помощниками ТЦК, как это было сделано по всей стране, когда криминал откровенный или около криминал на самых разных бронях привлекли к вылову людей. В Киеве их много, я знаю, о чем говорю. Бывшие всякие Киев-1 батальоны, чисто криминал. Привлекут их, да, аж бегом привлекут. Будут ходить, потому что иначе они сами поедут. Конечно же, будут ходить и ловить. А там люди тертые, крепкие, с 90-х еще. Справятся. Так что Киеву сейчас не позавидуешь, мужичкам киевским. И это консерва, и это гарантия того, что начинают мести последние резервы. Вот последнюю вот такую заготовочку, что называется, на Новый год. Что может перевернуть эти планы? И вот давайте с момента, когда там Трамп ушел, полностью, или Трамп остался. Там тоже интересно, там выдают материалы о том, что, почему этот липнет, пытается Зеленский прилипнуть со своими дронами к Америке. 50 миллиардов, да. Ага. А там же очень интересный момент. Значит, с точки зрения применения, да, понятно. То есть опыт есть большой. С точки зрения знаний. Выдающийся опыт. Но с точки зрения, простите, сборки, это все дают отворот-поворот, потому что, да, есть там какие-то ноу-хау, потому что поле боя, но по большому счету это все собирается... Это украинские ноу-хау? Украинские, нет, имеется в виду украинские ноу-хау, которые... Это все равно и заявочки, и тестируемые вещи, которые приехали чаще всего с Запада. Нет, и из Штатов, и Британии, имеется в виду все-таки украинские какие-то разработки, они есть. Но есть, конечно, спорить не будем. Они все, сборка держится на китайских комплектующих. Это понятно, да. То есть, Трамп, которому впаривают китайские комплектующие, это поэтому вот такое отторжение, понимаете? Трамп ушел, грубо говоря, да, все рухнуло, все провалилось. Если вы, я так понимаю, что вы настаиваете именно на этом сценарии. Достаточно вероятно. Если сейчас ничего быстро не получится, а ничего не получится. Что тогда дальше ждет непосредственно в политическом смысле украинскую власть? Материал, который вчера был опубликован по поводу выборов в Украине, он ставит крест на этом всем. Но подождите, это конфликтное поле, как ни крути. Россияне четко дали вчера сигнал о том, что не, ребята, с Зеленским подписывать ничего не будем. Соответственно, нужен кто-то другой, с кем можно будет подписать. Да. Давайте так. Попытаются американцы еще додавить ситуацию. Я уверен, что попытаются. Я бы отводил весну на это дело. Ухода американцев до конца весны, уверен, не будет.
Ближе где-нибудь к лету, к Дню независимости, они могут выйти из кейса, вплоть до того, что выйти из предоставления разведданных. Вот и все. По Пурлу и так отгрузок нет уже давно, на самом деле. То есть они реально ничего не дают. Кроме разведданных они не дают ничего. Но это очень важная компонента. То есть выдающаяся важная, на которой прям серьезно все держится. Я не верю в то, что сейчас команда Трампа примет решение ударить напрямую по Зеленскому, типа санкций персональных, типа обвинений от НАБУ прямых к нему и подозрений. Ну, подозрений-то ему вручить нельзя, да, получается. Но смысл в том, что я не верю в эту историю. То есть верю в то, что они могут стать в сторону, перестать предоставлять разведданные, могут спустить всех собак в той части небольшой компоненте своих медиа, которая у них есть. Это небольшая часть, на самом деле. В основном медиа глобалистски ориентированные, антитрамповские. Ну и все. Ну вот отказ от предоставления разведданных, он, конечно, в кратко-среднесрочной перспективе сыграет совершенно как бы определяющую роль по части состояния фронта, да, положения на фронте. Я уверен, что европейцы сейчас конкретно готовятся, если не заменить, просто это невозможно, да, то подстраховать. Уверен, что европейские компании, разработчики программ, платформ применения в боевых условиях искусственного интеллекта сейчас активизированы по максимуму, потому что ключевая ценность американских разведданных – это их объем, естественно, а это не только спутниковая группировка, это и радиолокационная разведка, но здесь европейцы могут подстраховать, а по спутникам, ну, чуть-чуть подстраховать, да, отчасти. И плюс, конечно, выдающиеся возможности электронной разведки АНБ, которые они получают, собирают и предоставляют. И главное, это эти машины умные, которые в онлайн-режиме это все. Зеленский планшет подарил с чем? Это вот оно на самом деле. Та программа, которая там стоит на этом планшете, подаренном Карлу Третьему, кстати, мне рассказали анекдотическую историю, что они даже связались с администрацией Трампа, хотели при встрече под эту Big Deal вручить как подарок этот планшет Трампу. Что за планшет? Подождите. Ну, да, выглядит какой-то цирк, если честно. Нет, это типа украинское ноу-хау. Но самое прикольное в этом то, что почему Трампу? Потому что это фактически ноу-хау, которое базируется, как по аналогии с израильской Лаван-программой, на базе программного обеспечения Palantir. Вот, той самой Алекса Карпа и Эрика Шмидта, да. Плюс есть определенный набор решений, которые базируются на Anduril компании, тоже связанной с теми же персонажами американской. Но прикол был в том, что вот эти планшеты, это наше ноу-хау, вот это какая-то известная программа Крапива, да, это не она, конечно, но смысл в том, что вот типа украинская ПО, но на базе, да. И это вот тот самый попытка того самого подхода потоковой обработки информации. То есть потоковой, но в чем прикол разведданных американских? Они автоматизированы, там человека почти нет. Вот эта история сейчас разошедшая с погибшими девочками иранскими, это ведь ИИ боевой принимал решение по базе данных разведданных. Там человеческого фактора и не было. Это драматическая ошибка. Ну, она не снимает ответственность на самом деле. Но, тем не менее, это драматическая ошибка именно программного обеспечения. Потому что там рядом якобы когда-то была база Ксиры, что-то такое. Вот это та самая история. Это попытка через компанию Mistral Group французскую, Хелсинг, которая, ну, Хелсинг там просто по горло, по уши сейчас в украинской оборонке. Это чисто бабки, извините, Урсулы фон дер Ляйен. Гюнтер Шер – это человек, который с ней работал в Министерстве обороны. Ну, то есть, интересная очень схема через юридический... То есть, это вот они сейчас вместе с украинской стороной занимаются попыткой подготовиться к этому уходу американцев. И эта работа ведется. И именно и это в том числе еще обсуждалось во время визита Зеленского. Помимо там еще одной истории, связанной с пиратской войной, по большому счету. Так, а планшет зачем Трампу дарить? Но показать, что вот смотрите, вот оно единение возможностей Штатов и Украины в технологической сфере. Вот образец, вот оно прекрасное. То есть это был символический момент. Американцы об этом знали, и они публично, нарочито подарили Карлу Третьему. Потому что Трамп отказался от дрон-дел на 50 миллиардов. Кино и немцы. Да, наука слушайте. семиотика, да, о символах. Подвохи такие, конечно, еще те, но это все равно как бы не снимает тревоги за перспективами.
противостояние. Перспективы очевидны. Тут уже не тревожиться, а тут уже нужно просто принять, понять и простить, что О называется. чем Михаил тогда говорит, собственно, приезд Кола к Лукашенко? И вот этот такой, ну, не сказать, что он неожиданный, но Неожиданно совершенно. но такой достаточно важный, я бы сказал, набор шагов по снятию санкций с калия белорусского и белорусских Один из банков. монстров белорусских промышленных, естественно. Где там уши России? Является ли, ну, многие просто утверждают, и у меня на канале, что, в принципе, это такая повод создать офшор для Российской Федерации. Ну и, собственно, и все. Но прошлые вот эти снятия санкций с Белавиа, например, ну, они были номинальные. По большому счету ничего не получилось. Символические, в первую очередь, да. Сейчас получится? Слушайте, конечно, пока есть вот эта генеральная линия, все-таки сохраняющаяся на большую некую сделку Москвы и Вашингтона, эта история будет развиваться. Больше того, по некоторой информации, я скажу так осторожно, да, после 22 года именно Лукашенко и некоторые люди в его окружении были важнейшими коммуникаторами между Вашингтоном, даже еще байденовским Вашингтоном и Москвой. С приходом Трампа, даже не после инаугурации, а после его избрания, этот канал начал работать особенно активно. Особенно активно и, ну, скажем так, как я понимаю себе ситуацию, у Трампа действительно личное позитивное отношение к Лукашенко. Трампу нравится эта модель. Он сам так хочет. И он считает, что вот, блин, молодец мужик. Плюс Лукашенко или люди в его окружении, повторюсь, в формате так, предположения и допущения, скажем, оказывали услуги Трампу коммуникативного характера, информационного характера. И, соответственно, сейчас это действительно выстраивается более такая масштабная рабочая история. Это история, опять же, про ту самую большую сделку с Россией. Действительно, Штаты рассчитывают быть посредником, например, по части Европы. Для этого действительно такие, ну, если угодно, квази-офшоры, как белорусская территория, нужны. Есть еще один фактор. Штатам очень не нравится глубокое проникновение, почти институциональное проникновение Китая в Белоруссию. Очень не нравится. Причем эта экспансия китайская проходила в десятые годы даже куда интенсивнее, чем взаимодействие с той же Россией в Беларуси. Понятно, что драматические события в Минске 2020 года, они сильно перевернули контекст политический. Все поменялось в политическом смысле. Не отменяет это при этом масштабнейшего присутствия китайских интересов в Беларуси. Не нравится сильно американская администрация. Они где могут пытаются сражаться против Китая. И поэтому снятие с Белкаля – это прям очень серьезная история. Ну и держат они в уме вот та самая история с рынком удобрений мировым, которая как бы вот сейчас точно разворачивается. Гарантированно уже разворачивается, потому что закончим прям вот так сейчас войну с Ираном, последствия на рынке газа того же будут играть еще полгода. То есть следующий сезон в цикле аграрном мировом и на рынке мировом удобрения, соответственно, в принципе вообще, он гарантированно будет с последствиями этой турбулентности. Конечно же, продукция Белкалия очень нужна на этом рынке с учетом всех этих факторов. Ну и американцы явно хотят на этом заработать. Ну куда уж без этого. Конечно же, они будут зарабатывать. Уверен, что американские компании станут ключевыми партнерами наряду с российскими. Сегодня разошлась информация, комментарий проигравшего суд Светлане Крюковой Юрчишина, который питался в свое время козявками прямо во время заседаний парламента, по поводу очень интересных, ну, таких формулировок, да. Значит, говорит в прессе депутат и глава комитета Верховной Рады по свободе слова, что между белыми какими-то, белыми СМИ и военными существует негласная договоренность не публиковать конфиденциальную какую-то информацию. Там речь идет о передвижении военных, отсроченных сообщениях о местах приземления. Ну, в общем, такие моменты.
Я почему беру это сообщение? Потому что тут очень интересно выглядит медиа-борьба, которая я хотел бы, чтобы несколько минут мы сегодняшнего эфира посвятили, которая разворачивается вокруг, ну вот если сравнить, да, Украину и Россию, вокруг ресурсов Telegram, вокруг, собственно, комментариев Зеленского, который он давал вчера, что, мол, у нас вот есть информация про Макс, но мы и до Макса доберемся. Ой, какой молодец. Говорит, мы, значит, видим, как Путин всех отправляет во времена своей молодости, когда там на лошадях ездили, когда бумажной почтой пользовались. И, в общем, признает Зеленский, что да, действительно, мы использовали Telegram, и будет значительно сложнее достучаться до России. Да. Да. Если сравнить вот эту как бы инструментальную, ну, с точки зрения инструментария, как бы борьбу на информационном фронте России и Украине сейчас, мы тоже, видимо, переживаем переход в некое новое качество и новое состояние. Что думаете по этому поводу? Ну, слушайте, то, что происходит в России, это неизбежно, к сожалению. Это крайне неудобно, это дискомфортно, естественно. Телеграм действительно важнейшая площадка коммуникации, да и WhatsApp, особенно там, скажем так, на бытовом уровне активно. Уже про Viber всякие все позабыли, что называется. Активно использовался. Но это на самом деле это ведь китайская модель совершенно точно, с WeChat китайским. И ну, ситуация-то, если у Китая она долгосрочная, негативный прогноз по части международной политики, назовем его так, да, у России, ну, давайте говорить прямо, то, о чем я много говорил, даже в наших эфирах говорил, что экзистенциальный кризис конца 20-х, начала 30-х, он, вероятно, будет. То есть попытка раскачать ситуацию изнутри и извне, да, и для этого очень сильно нужна украинская война, чтобы ограничивать, сдерживать, заставлять Россию расходовать ресурсы, расходовать запасы, в том числе материальные ценности, ограничивать импортозамещение. Война для этого в первую очередь нужна. Для того, чтобы попытаться вот на рубеже 20-х, 30-х сломать ситуацию. И об этом они даже впрямую говорят. Они, конечно, говорят, европейцы немножко в другом изводе, что вот как бы ждем войны с Россией как бы в конце 20-х. Они постоянно это говорят. Это как самосбывающиеся прогнозы, когда ты точно знаешь, когда начнется война, что называется. Это, конечно, не прямое столкновение. Там дураки в нема, что называется. Они все понимают, чем это быстренько закончится без участия Соединенных Штатов. Это, конечно же, целая череда прокси-войн и внутренних, вероятно, как они готовят и надеются, потрясений. Ну и в этой логике попытка экспортировать китайскую модель, в общем-то, понятна. Она отработана уже. Она где-то отработана, не без дырами, не без проблем, но с точки зрения безопасности ситуация по китайской модели несколько более управляемая. Кривое косое решение, вероятно, некомфортное 100%, но вот так есть. Нахрена Украина сейчас пытается пойти по этому же пути? Ну, понимая, что Украина уже находится в контексте худших своих испытаний, которые могли на ее долю выпасть, да, и при этом действительно эти все платформы для украинской власти являются определяющими и фундаментальными по части влияния сейчас. Ну, любые замеры показывают, что Telegram уже даже для старшего поколения едва ли не превышает по значению телевизор тот же самый. Да? Ну и что такое телемарафон и насколько он влиятельный, мы тоже прекрасно понимаем. Поэтому, конечно же, вот по части действий украинской власти в этом направлении, это скорее борьба внутри Украины происходит между самыми разными группами во власти. Кто-то настаивает на этой истории, кто-то сопротивляется, потому что, извините, там их инфраструктура присутствует, они там, извините, бабки зарабатывают, в том числе на Телеграме, на вот этих всех проектах и программах, и в том числе вот таких, о которых говорит Зеленский. За этим же конкретно не просто какие-то разведки стоят, за этим огромная инфраструктура, куда огромные деньги заливают. И люди конкретные на этом огромные деньги зарабатывают. Поэтому, да, конечно же, это соперничество внутри происходит. Так что, война информационная, конечно же, она есть. Больше того, это мировая информационная война. Вот в отличие от войны конвенциональной, военной, непосредственно милитарной, война информационная, Третья мировая, в разгаре. По-настоящему. Причем достаточно давно. Я бы сказал, после 2014 года в целом.
Поэтому тут, конечно же, все возможные когнитивные, информационные и пропагандистские мероприятия и операции проходят, конечно же, и в том числе в социальных сетях. Конечно. Ну, то есть в России заблокируют Телеграм, вы считаете? Ну, по большей части, да, я уверен. Потому что Ну, то уже есть, там... не без дыр, повторюсь, не без возможности им пользоваться, вероятно. Ну, Инстаграма метой пользуется же народ, пользуется. Ну, как-то так. Да и WhatsApp вроде бы полностью заблокирован, тем не менее, там при использовании нехитрых технологий можно пользоваться. То же самое будет и с телегой. Но это упрощает жизнь и безопасности, конечно. Да, тут гадалки не ходить, так оно и есть. Нет, ну, упрощает жизнь безопасности, но, простите, это, ну, это сапог на горле вообще любой информации, понимаете? Но Любой. это и упрощает борьбу с информационными и диверсионными мероприятиями внешней стороны. Конечно же, упрощает. Конечно же, упрощает. Просто в вот этом окукливании одной и второй стороны нет ничего хорошего. Нет, конечно. А кто сказал? Не будет, Когда война была хорошим чем-то. нет, не будет никакого движения к какому-то, ну, я не говорю там примирению, но хотя бы там к какому-то рациональному, да, разрешению ситуации. В этом большая проблема, понимаете? Будет, но сильно позже теперь. Я считаю, ну, вот мое личное убеждение, что, например, в России должны смотреть Гордона, в России должны смотреть вот этого Киселева, который дует в трубочку, понимаете? То есть должны, Я упустил уже. ну, он во время эфира скрутил трубочку и как бы решил, ну, потом понял, что он в эфире и убрал эту трубочку. Ну, это вот что-то из разряда салфеток и ложечек Макрона, Мерца, понимаете? То есть должны видеть, заголовки должны видеть, что все там, все в аду и так далее. Тут, все должны все видеть и сравнивать. Ну, так, это как моя позиция, то есть, понимаете? Не, я понимаю, что вы говорите, прекрасно понимаю. Мне, как политтехнологу и медиатехнологу, если угодно, конечно же, должен понять, вот это вот полнота инструментария, конечно же, она прекрасна для этого всего. Больше того, для обывателя это тоже, ну, как бы хорошо в том смысле, что человек имеет по своему выбору какой угодно информации доступ. Но, повторюсь, вопрос безопасности никто не отменял. Ну, так, в том числе и информационная безопасность. Никто не отменял. Назвать это, повторюсь, тонким решением я не могу. Ну, это очевидно. Назвать это хоть каким-то решением до определенной степени, да. Нравится лично мне это нет. Два Ну, а что делать? эпизода. Ну вот, смотрите, Да. по этому поводу на Первом канале в «Поле чудес» выступил коллектив, который спел песенку о том, что не надо... Зачем нам Wi-Fi и интернет и детскую? Такую интересную песенку. Вот. Это вот как бы такой, конечно, лютый трэш. Но и Украина не отстает. А политтехнологии, что вы это? Вот как политтехнолог, прокомментируйте два украинских трэша. Да, давайте. Первый. Залужный читает стихи Лины Костенко. Ой. И второй, безуглый, оказывается, под госизменой ходит. Безуглая под Богом ходит. Да. Господи, понятно. Ой, ну, Марьяночку давно понесло, мне кажется. Да там делать, головой об двери комитета добилась, что называется. Что до Валеры, я не перестаю его Валера и комбайна называется. Помните, там тачки был прекрасный мультик пиксаровский, там был комбайн Валера такой, которого не бутили. Вот я не могу избавиться от ассоциации с Залужным. Это Валера. Вот. Слушайте, ну... Мы даже с вами знаем одного нашего коллегу, который с Залужным работает. Я не знаю, он бы этого не допустил, по моему мнению. Но учитывая, что в советчиках у Залужного Турчинов, Пашинский, я не удивлен, прямо скажем. Вот. Я бы никогда такого не... То есть на него это просто не надевается. Давайте так, как политтехнолог скажу. Ни в коем случае такой, извините, хрени делать нельзя. Потому что вы его только позорите. Это сродни тому, как он на Chatham House выступал на английском. London is the capital. Я вообще не учил английский, то, наверное, у меня произношение было лучше. Ей-богу. Ну вы чем думаете? Вот смотрите, работа политтехнолога
она ведь чаще выглядит как не навреди, а не как вот что-то продуцируя какие-то проактивные. Не дай человеку позориться. Это ключевое в работе политтехнолога. Если человек, понятно, что если он совсем, никакой, то есть мыло или мясо, там, или наоборот активный идиот, это проблема, конечно. Но в части Залужного у него есть определенный бэкграунд, у него есть реальная поддержка, у него есть определенный образ. Вы нахрена с ним это делаете? Это если абстрагироваться от всего, от моей оценки его персоны. Этого делать нельзя просто. Залужный, читающий стихи Лины Костенко, это выглядит как, извините, по-молодежному скажу, кринж откровенный. Или испанский стыд в нашей терминологии, да, у людей чуть более взрослых, мягко говоря. Поэтому вот мой вам вердикт политтехнолога. Что до Марьяночки, я знаю совершенно точно. Хорошо, давайте, по слухам. Я знаю точно, по слухам, что до последнего времени, до определенного момента она вполне себе выполняла задания, которые были перед ней сформулированы в офисе Зеленского. Ермаком. Андреем Борисовичем Ермаком, естественно. У них разлад возник еще до того, как. Во-первых, она не переставала срываться на Сырского. Там личная история, как вы знаете. Они жили одно время с Сырским, как пара. И он ее бросил. У него, кстати, большой шлейф этих драматических событий. Там стоит сын его, который живет там в Австралии с мамой, да, который там высказывается. Он такой, видно, ходок Сырский был или есть, получается. Он ее бросил, а она ему простить не может это все дело. Тут понимаете, что у Сырского со вкусом. Простите, пожалуйста. Нет, Это его личное дело. Давайте не будем. Нет, я понимаю, что там найдется свой купец на любой товар, но... Ой, я до сих пор вспоминаю, как Марьяночка на мероприятии «Слуг народа» закрытым танцевала. Помните это видео? Танец краба. Ладно, слушайте. Все издеваться над человеком, у которого справка, в конце концов. Вот. Кстати, да. Есть у нее. Вот. И она много и часто с людьми такое в политике бывает, они берега потеряли. То есть она подумала, что я раз мне разрешают критиковать, я могу в принципе что угодно нести. А вот ей раз сказали, второй раз, третий, а потом сказали, да что ты творишь? А вот сейчас эта история, мне кажется, это попытка ее дисциплинировать. Никто ее закрывать не надо, нахрен никому не нужно закрывать ее. Но попытка дисциплинировать, да. Потому что помело, а она все-таки медийно раскручена, еще и как. То есть, больше всего, она ведь очень часто правду говорила откровенную. Просто, как есть на самом деле. Кому это надо? Это называется, если мы возвращаемся к идее информационных войн и пропагандистской работы, это дыра называется. Черная дыра, через которую утекает все, что разрушает концепцию и конструкцию, которую ты выстраиваешь. В контексте этого, так чтобы последний штрих нашего сегодняшнего разговора, я, например, не понимаю появление Шона Пена в компании Ермака на передовой. Я понимаю. В «Спартане», потом еще в одной из бригад. Послушайте, ладно, там Шон Пен поехал, там хорошо. Бросил Оскар, приехал, это можно все подать как какой-то романтик. Нахрена там Ермак? Из людей, простите... Это он заказчик. Это понятно, что он, наверное, платил деньги, он продюсер этого приезда, но подождите, это же какое отношение надо иметь к людям, которые помнят, что он после увольнения сказал, я пойду в ВСУ, потом вышел, попытался приткнуться к этому Гераскевичу со шлемом, я буду его защищать, никто никого не защищал, потом подсунули ему в ассоциации адвокатов какое-то место, а дальше он на фронте с Шоном Пеном встречается. То есть Зеленским с ним встретился, а потом он на фронте. То есть это же просто белыми нитками и просто струей в глаза по всем тем людям. Помните прекрасный сюжет в прекрасной передаче «Городок», когда там повар на фронте, в военной части пишет на плите письмо маме, пишу вам, мама, из горящего танка. Это же история про Ермака сейчас зашел.
Во-первых, это бэк-офис Ермака платил все годы эти деньги за лоббизм, за эти все приезды, всех этих персонажей. Ермак очень богатый человек. Куда там Илону Маску, я вас уверяю. У Илона Маска активы, может, и стоят там вот эти все почти триллионы или какие-то там деньги. Илон Маск в 2024 году заработал меньше реальных денег, чем реально в воюющей стране, потеряв 2 завода, заработал Ренат Леонидович Ахметов. Официально. Вот Маск заработал меньше, чтобы было понимание. А Ермак зарабатывает больше. И зарабатывал, и зарабатывает. Он может себе позволить заплатить Шону Пену, чтобы он приехал вместо Оскара. Шон Пен и так немножко контуженный персонаж, будем говорить прямо. Или немножко. Вот. Ну, по этой всей повесточке, да. Но тут все очевидно. И послушайте, Ермак, вот если говорят о том, что Зеленский нарцисс, эгоцентрик и вот это вот все, да, а Ермак ровно такой же. Ермак ровно такой же. Больше того, он еще даже, мне кажется, проблемнее для него это все, потому что Зеленский-то на красных дорожках оказался и на переднем плане, а этот всегда сзади вынужден был следовать. Я же немножко видел его там до того, Ермака. Вот такой вот все время фраер, что называется. И ему, после того, как его мордой возили по столам, по всем, во всех медиа западных, понятно, что это была где-то необходимость администрации, где-то заказы с Украины, типа Пинчуковские или Порошенковские, где-то еще чего. Неважно. Воно ему болить. Он считает, что его испаскудили в медиа, и надо восстанавливать репутацию. И вот он как умеет, так и восстанавливает ее. Умеет он не очень. Они через колено ломали страну все эти, и ломают, продолжают. Они не тонкие ребята, прямо скажем, на самом деле, по работе с общественным мнением. Если не захотите, что называется, покупать билеты, отключим газ. Это вот про них. И, Там Филарета хоронят. Ну, там несколько дней будет прощание во Владимирском соборе. Да. Уже налетели там коршуны, ястребы на имущество церковное, там же как. Да, да, кто сомневался. Я, если честно, поражен был, что и сам Зеленский принял в этом участие, и многие другие, там СМИ. Короче, все Епифания спрашивают про Филарета. Такое ощущение, что киевского патриархата нет, понимаете? Ну, вот, я не помню, его юридически-то восстановили вообще или нет? Нет, он есть. Как юрлицо. Нет, он же был ликвидирован. Я неплохо помню. А потом же они, видите, как ну, скажем так, отщепенцами стали и от ПЦУ. Слушайте, у них было, я знаю, в ПЦУ в их отношение такое, дедушка старый, ему все равно. То есть, ну вот, что там, бог бы с ним, с этим Владимирским собором, не мешайте нам считать деньги. Ну, пусть там дед что хочет, то и воротит. Слушайте, я как человек православный, это у нас светская передача, но у меня отношение к Денисенко, Филарету очевидное совершенно. Не хочу сейчас им наполнять наш эфир, как бы я не буду этого делать, как бы личностное свое приносить. Но фигура масштабная, значение для происходившего с 91-го на Украине огромное, да, роль его огромная в тех или иных событиях. Поэтому, конечно же, сейчас все, кому не лень, которые никогда за последнее время вообще о деде не вспоминали, это очевидно совершенно. Я знаю, что он там, у него был очень узкий круг там келейников, там пару помощников, это максимум. Там, так доходили слухи о его положении и ситуации с ним. И все. Никто про него не вспоминал, не слышал ничего. А тут, конечно же, все отпиарятся. Но это предельно циничная вещь, это политика. Ничему тут удивляться не стоит. Знак плохой для страны. Ну вот смотрите, можно, опять-таки, я разделяю ваше отношение к самому Филарету. Но он там раскольник, там его, неважно. Точнее, важно, но имеется в виду, что это смерть, это определенный предвестник каких-то событий. Вот этого, скажем так, отдельно украинского, то, с чего, в принципе, и начал после того, как баллотировался и не стал патриархом, ну, тогда еще, да. Ну, да, когда он Пимена не заменил, хотя был местоблюстителем, да, ну, там... То есть, это же знак, это же нам подбрасывают знаки. Если мы про символы и знаки, мы сегодня уже поминали эту историю, эту науку семиотику, усмотреть в этом всем финал произошедшего в 91 году при желании можно. Потому что, тем более, смерть его важна именно в символическом смысле. Да? Как бы там ни было, повторюсь, для
духовной жизни страны этот человек, неважно с каким знаком, как мы оценим, он играл большую роль. И он ровесник произошедшего в 91-м, наряду с Кравчуком, Кравчук был олицетворением институциональных изменений. Филарет был олицетворением идеологических изменений. Через его шаги и действия проросли очень многие вещи, которые потом эволюционировали и в расцвет украинского национализма, будем говорить прямо, который получил где-то и спайку такую с идеей автокефалии, да, во многом. Ну, то есть, это потом это все гораздо позже ушло и в сатанизм, и в язычество. А вот те националисты, давайте так, неонацисты, даже будем говорить прямо украинские, в 90-е нулевые, они как раз были все вот в Киевском патриархате, и он для них тоже был знаменем определенным. Или хоругвь, если угодно, да, прости господи. Вот. Поэтому, конечно же, символизм присутствует. Ну, конечно же, присутствует здесь символизм. Точно так же, как появление, на самом деле, рядом с Шоном Пеном не Ермака, а для меня была странная очень история появления Ющенко возле него. Еще один старика, на котором все забыли. Причем они с такими лицами появились, такое ощущение, что они вот снова эту херню с диоксином употребляли. Просто такое ощущение возникло, вот судя их по их лицам. И тоже, знаете, Ющенко, канувший в бездну забытия, а что делать наворотил в свое время. Ну, то есть, вот уход таких вот, как Денисенко, Филарет, это действительно завершение, что ли. Если бы я был эзотериком, сказал, конец кармического круга какого-то 91-го года. В этом смысле символизм, конечно же, присутствует. Предвестник ли это чего-то плохого? Я вообще не верю во Вторую Украинскую Республику, если угодно. Вот так вот. Ну, Михаил Павлев, как аналитик, да. да, был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на Михаила, подписывайтесь на этот канал, где смотрите. И, конечно, пишите в комментариях, с чем согласны, а с чем нет. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.